Итак, цветочная инспекция Хорватии. И первая в списке была Риека. И хочу вам сказать, что после Италии, конечно, здесь не было такого разнообразия растительного, и не было их так много, как это в Италии. Что мне очень понравилось, так это озеленение площадей, и там были такие интересные книжечки, на которых были фото и рисунки растений, наверное, которые растут в целом, мне кажется, в Хорватии, не только на этой площади. И хотя они не так легко перелистывались, но мне понравилась сама идея с тем, чтобы не просто втыкать таблички, а сделать именно такую книгу. Правда, я так и не поняла, что значит цифры, которые там были. Может, это был какой-то квест, я не знаю. Но идея была интересная. И вообще Река очень зеленый город, и там местность зеленая не в плане домашних растений, а в плане в целом зелени. Например, вот в камнях там растут суккуленты, папоротники, и это вообще абсолютно везде. Как вы уже, наверное, знаете, я тоже не удержалась и взяла себе на память об этих местах кусочек папоротника. Непосредственно этот я взяла из замка Трсат, вид из которого вы видели, но там эти папоротники и суккуленты, они растут просто везде, во всех камнях, на всех улицах. Это очень распространено. Я даже не знаю, мне кажется, они способствуют или наоборот разрушают камни. Мне кажется, все-таки корнями они могут разрушать здания, но их так оставляют, наверное, не приносит никакого вреда. А может быть, их слишком много, чтобы с ними бороться. Ну, конечно, это в любом случае красиво. В супермаркетах ничего такого интересного не обнаружила. Как видите, тут есть с вредителями, с какой-то тлей и клещом. Да, и в целом выбор, конечно, не сравнить, как в Италии. Если вы видели это видео, где я показывала, в Италии там, конечно, и выбор больше, и намного дешевле все, и товары сопутствующие. А здесь выбор был так себе, ну, такие основные все растения были, они были дороже, чем в Италии. Ну, в принципе, вообще абсолютно ничего интересного. Пожалуй, только если вы начинаете собирать коллекцию, но это учитывая, сколько там было вредителей, не знаю, такой рискованный вариант, потому что можно и то, что у вас есть, погубить, и нового ничего не приобрести, поэтому, ну, такое. Причем во всех магазинах было приблизительно одинаково, поэтому я просто уже перестала потом снимать, тем более, что на следующий день у меня пришло что-то интересное. И это был город Хум, самый маленький город в мире. Кроме своего размера и того, что там сохранилась глаголица, это, в принципе, очень красивое место, горное, красивые пейзажи, невероятные просто. Но что меня там впечатлило, так это количество растений, домашних растений, которые были около каждого дома, кафе, просто на улице. Особенно там было много суккулентов, и все это просто невероятно вписывалось в пейзаж, поэтому просто вызывало восторг. Просто хотелось все фотографировать, снимать на видео, это было красиво. Как и везде, как я до этого говорила, в камнях растут растения, папоротники, суккуленты. Просто, мне кажется, их там никто не высаживал, они сами растут. Но из домашних тоже было на что посмотреть, были все знакомые, какие-то интересные растения. Я уже показывала в коротком видео, но что меня очень впечатлило, так это то, как выращивают в камнях суккуленты или просто на стенах. Я так поняла, что этому способствуют два фактора. То, что там эти камни, они известняковые, щелочные, поэтому там может расти, такое как бы это для них удобрением получается. Ну и второе, то, что там влажность, в принципе, постоянно от гор, поэтому можно выращивать такую красоту. Еще хотела что вам показать, так это апатию, кроме невероятной архитектуры. Здесь, как и везде, полно растений, все в зелени, в папоротниках, суккулентах, на всех стенах они растут. Но там есть еще прекрасный парк. Он находится на территории санатория, или санаторий находится на территории парка, очень древнее здание там тоже сохранилось. Конечно, там невероятный запах, пение птиц, все очень красиво. Мне понравилось, что там сочетание такой дикой природы, диких растений, старых деревьев, которые явно были там столетиями, и ухоженных клумб, каких-то цветочных лабиринтов. И интересно, что это опять же сохранилось, там были старые фотографии, где показано было, как это место выглядело раньше. Ну и видно, что постарались вот эти лабиринты все сохранить до сих пор в таком же виде, приблизительно как оно было. И, конечно, Адриатическое море, которое постоянно вас сопровождает, где бы вы ни гуляли, время от времени вы будете его всегда видеть. Это, конечно, невероятной красоты залив Адриатика, поэтому стоит на это, конечно, посмотреть всем, особенно кто любит растения. И еще бонус. Это не Рим, это Пула, это Хорватия. Прямо напротив моря один из самых хорошо сохранившихся амфитеатров, поэтому тоже такое там присутствует.
Спасибо, что посмотрели, поставили лайк. У меня о растениях и обо всем около этого.